Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас маникюр себе и аквариумное наращивание на верхние формы. Вы часто просите все эти аквариумные залипалова на более приземленных ногтях, не сильно длинных и более классической формы. И вот, пожалуйста, я совместила тот самый маникюр фруктового чая и весенний. Ну и плюс на овалах, или правильнее сказать, современный миндаль у меня получился. Ссылки на видео с приведенными маникюрами оставлю в описании под видео. А вдохновилась я фоткой коктейля Sprinterest. Нестандартное сочетание клубники и фиолетового. Итак, четко и информативно, поехали! Это мои предыдущие ноготки, им меньше месяца, но что-то они мне надоели. Фиолетовый получился гораздо темнее, чем я хотела, и поэтому сегодня я их спиливаю. Кому интересно, как делались эти ногти, оставлю ссылку в описании под видео. Убираю сначала длину на всех ноготках, самый безжалостный, но очень кайфовый и залипательный момент. Смахну пыль, чтобы показать, какой они толщины, какой объем материала в стресс-зоне, почему они хорошо носятся. И посмотрев на свои короткие квадратные ноготки с аквариум, мне очень даже так понравилось и поймала себя на мысли, что нужно обязательно добить этот дизайн именно на квадратах коротких. Далее твердосплавной фрезой усеченный закругленный конус я снимаю почти весь старый материал. Не снимаю до конца, оставляю тонкую подложку старого материала. У меня нет отслоек, поэтому я могу это сделать, чтобы лишний раз не травмировать свою ногтевую пластину снятием искусственных ногтей. Пилкой 180 грейд подпиливаю свободный край. Очищаю от пыли. Пушером аккуратно приподнимаю, отодвигаю кутикулу. И работая на форварде алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 25 тысячах оборотов, выпиливаю птериги из-под кутикулы, синусов и пазух боковых валиков, вместе с тем зашлифовывая сами боковые валики. Работаю сначала справа налево, затем, обработав таким образом все пальцы, переключила аппарат на реверс и повторила все те же самые движения, но уже в обратную сторону, слева направо. Обработав все пальцы фрезой, кусачками для кутикулы отрезаю кутикулу. Стараюсь сделать это одним рулоном, где необходимо, дорезая, дорабатываю. Пушером еще раз пододвигаю кутикулу. Тщательно вытираю от пыли и обезжириваю, подлазя во все пазухи. Маникюр я сделала, вот что у меня получилось. Совсем тоненький слой полигеля оставила на ногтях. И приступаю к моделированию. Использовать буду верхние формы. Выбрала именно эти формы, так как они достаточно широкие и подходят хорошо мне по размеру. И первым делом подбираю формы к каждому ноготку по размеру. Также я их немножко скрутила, поджала, чтобы они получились более узкие. Форма моей кутикулы более округлая, и мне мешают вот эти квадратные углы на формах. Поэтому я подрезаю форму с края, где они у меня будут к кутикуле. Эта форма у меня подходит на указательный и безымянный. Маркером делаю разметку, где у меня заканчивается свой ноготь и какой длины будет будущий. Внутри формы промазываю топом. Топ не просушиваю, так как на этот жидкий топ и буду выкладывать элементы дизайна декора. Использовать буду вот такие вот хлопья неоново-розового цвета, переливаются как втирка единорог. Вот такие вот клубники, порезала их на половинки, четвертинки, то есть на разные кусочки разных размеров. Также понадобятся фиолетовые сухоцветы. Нашла я их вот в таком вот субнаборе и маникюрными ножницами порезала на мелкие кусочки в контейнер. На все то, что есть у меня ссылки, на все, что могу, постараюсь оставить в описании под видео. Но, к сожалению, многие залежи лежат уже не первый год, и поэтому даже без понятия, где я их и когда покупала. На этот жидкий топ выкладываю буквально 3-4 кусочка клубничек, половинок и мелких кусочков. Между ними 2-3 листочка зеленых. Точно так же я порезала обычные цветы, сухоцветы на мелкие-мелкие кусочки ножницами. Чуть выше над клубниками выкладываю светло-фиолетовые сухоцветы. И напоследок добавлю несколько ярко-розовых хлопьев.
Вот что у меня получилось. Вот такой вот клубничный коктейль. Фиксирую несколько секунд в лампе. Тем временем еще раз пододвигаю кутикулу. Обезжириваю. Промазываю бескислотным праймером. Для хорошей сцепки искусственного материала с натуральным ногтем наношу базу. Либо базовый гель, либо базу для гель-лака. Овальной кистью втирающими движениями распределила тонко по ноготку. Просушила в лампе 30 секунд и далее буду выкладывать материал. Мне понадобится стаканчик для мономера, и я работаю с антисептиком. Вот такая вот овальная кисть шириной где-то 4 мм. Начну выкладку материала с форм на мизинце безымянной. Выдавила горошину полигеля с блестками и смоченной влажной кистью разглаживаю полигель внутри формы. Мне необходимо свести его на нет, сделать плавный переход от свободного края в сторону кутикулы. Если материал лишний, я его снимаю. Фиксирую 10 секунд в лампе. Таким образом я выложила все формы. Формы с фруктами мне осталось подкрасить, и затем уже буду выкладывать основной полигель. Делать я это буду с помощью желейного полигеля, очень бюджетного, дешевого. Выдавливаю на палитру оранжевый, ярко-розовый, неоново-розовый и голубой. Безумно красивые цвета, не очень удобно работать, они достаточно мягкие, в носке они так себе, ими не выложить свободный край, но цвета безумно красивые, действительно прозрачные и очень насыщенные. Ими я подкрашиваю свободный край. Я смешала оранжевый с розовым, чтобы получить такой неоново-коралловый. Наношу его на самый край и затем добавляю намешанный розовый с голубым, получившийся сиреневый-фиолетовый. Фиксирую несколько секунд в лампе. Теперь во все формы с фруктами выложу прозрачный полигель. Выкладываю только свободный край и не выкладываю его толсто, чтобы мне не пришлось потом снизу много пилить. Кистью, смоченной в антисептике, распределила полигель внутри формы, промежуточно зафиксировала, а тем временем выкладываю молочно-сиреневый полигель с мелким шиммером в формы для безымянного и мизинца. Выдавила горошину полигеля, выгладила кистью и на эту непросушенную каплю и буду ставить форму. Посмотрела, чтобы точки в рост хорошо были прикрыты, выровняла и отправляю промежуточно просушиваю, чтобы мне перевернуть ноготок и форма не смещалась. И если необходимо, но у меня тут все очень чистенько и гладенько. И если необходимо, снизу разгладить свободный край. Я не досушиваю каждую форму до конца, а лишь только промежуточно пока фиксирую, чтобы она не смещалась и мне поставить следующую. Я выложила горошину прозрачного полигеля в форму с фруктами и точно так же установила на ноготок. Выравниваю форму, смотрю, что у меня все ровненько и отправляю на окончательную просушку не менее 1 минуты. Ноготки окончательно просохли, и вот что у меня получилось, пока они с формами у меня. Снизу у меня практически нечего подпиливать, лишь только слегка выровнять. И отщелкиваю, снимаю формы, все больше влюбляюсь в верхние формы, накидать туда кучу всего, всяких фруктов, блесток, все, что нам нравится, сорочье все. И при том они все же такие достаточно аккуратные, кончики тоненькие, прозрачные. Вытираю липкий слой, он будет у кутикулы и под свободным краем. И мне осталось теперь подпилить бортики. Подпиливаю я либо длинной такой фрезой, твердосплавной, не знаю, как точно называется, но похоже она больше на иглу, либо такой же, но половину короче. Подпилила бортики у кутикулы на всех ноготках, тщательно вытирая от пыли, чтобы мне просмотреть, хорошо ли я свела на нет материал возле кутикулы. И далее пилочкой 100-180 грит подпиливаю свободный край. Переворачиваю ручку и смотрю на свободный край. Если есть где-то затеки, их обязательно выпиливаю. Но у меня все тоненько, гладенько. Я подпилила только лишь где-то чуть разные стеночки по толщине. Выровняла немножко только толщину с боков стеночек. Очистила тщательно от пыли, обезжирила. Подвинула еще раз кутикулу.
Далее я взяла молочно-белый гель-лак с мелким шиммером. Он очень легкой консистенции и отлично и быстро выравнивается. Я нанесла тонким кистью из флакона от кутикулы и где-то от середины ноготка свела к свободному краю на нет. Затем нанесла более плотную каплю у кутикулы и также свела и распределила на нет в сторону свободного края. Это не обязательно делать гель-лаком, это можно сделать обычной камуфлирующей базой, чтобы свести вот эту границу, так как форму мы ставим с небольшим отступом, и меня всегда смущает вот это расстояние, пустой промежуток материала до кутикулы. И этот промежуток, эту границу можно сгладить, свести на нет базой. Любой камуфлирующей базой, не обязательно белой молочной, можно также использовать и пудрового цвета, телесного. На мизинце и безымянном ноготке я чуть дальше распределила этот белый, а на ноготках с фруктами буквально 3-4 мм и свела на нет. Гель-лак или базу, то, что мы наносили, растушевала, тонкой кистью докрасила под кутикулу и просушила 30 секунд. Далее все ноготки перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Кстати, мизинец и безымянные, эти ноготки можно перекрыть и матовым топом, тоже очень красивый эффект получается. А вот ноготки с фруктами не советую. Под матовым топом все эти кусочки сухоцветов и фруктов не видно, смотрятся как мусор. Перекрыла топом, просушила 1 минуту. И чтобы прозрачные ноготки с фруктами так и остались прозрачными и стеклянными, снизу свободный край также промажу глянцевым топом. И тут меня осенило, что мне не хватает какой-то надписи на безымянном ногте. В своих закромах нашла металлизированные наклейки серебристые, выбрала надпись Love. Да, конечно, свой дизайн лучше продумывать заранее, и наклейку эту нужно было клеить до перекрытия глянцевым топом без остаточной липкости, но в таком случае бафим ноготок, приклеиваем наклейку и затем перекрываем глянцевым топом без остаточной липкости. Этот топ исключение, он ложится в 2 слоя друг на друга без каких-либо проплешин. Топ просушила и мой маникюр готов. Вот такой вот коктейльно-весенний клубничный маникюр у меня получился. Если это видео вам понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки. Также жду от вас обратной связи, если вам интересны такие ноготки на стандартной, более классической длине и форме с аквариумом, то пишите, таких видео будет больше на моем канале. А также не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!